Всем привет! Сейчас я сижу у небольшого озера и пишу этот текст. Весна пришла во всей красе. Окончательно сошел снег, небо стало ярко-голубым, а ветер теплым и нежным. Повсюду распустились цветы, наполнили воздух сладким ароматом. И внезапно я понял, почему о цветах написано так много стихов. Весенний лес – это не та безмолвная пустыня, как это было зимой. Сейчас он полон жизни. Деревья покрыты первой листвой, воздух наполнен пением птиц. Вся природа пробуждается ото сна и начинает свою новую жизнь. И, конечно же, появляются первые комары. Но куда же без них? Но давайте вернемся немного назад. В начале мая я отправился в долгожданную поездку в Северную Осетию. Во время полета я был неожиданно удивлен. Этот регион встретил меня после холодной весны зелеными пейзажами и теплым воздухом. В поездке я был с небольшой компанией, со своими друзьями. Мы исследовали этот мир, открывали для себя местную кухню, путешествовали и веселились. Осетия – это сказочный край. Одновременно тебя окружают высокие горы и широкие долины, жаркое солнце и сильнейший холодный ветер, цивилизация и дикие животные. Горы веками хранили душу этой земли и надежно защищали ее от всех невзгод, а реки дарили свою силу, характер и энергию. Я узнал об Осетии одну интересную вещь. Здесь совсем нет пастухов. Утром коровы самостоятельно уходят в горы на пастбище, а вечером возвращаются домой. Как же этого смогли добиться? Когда телята появлялись на свет, их оставляли дома, в сарае, и коровы были вынуждены возвращаться, чтобы покормить своих малышей. И спустя некоторое время это вошло в привычку, и когда телята выросли, они продолжили двигаться по привычному маршруту. На склонах иногда можно заметить красивых и полностью диких лошадей. Каждое утро они спускаются с гор на пастбище. Лошади боятся и не подпускают к себе людей, но ими можно любоваться издалека, как это делал я. Мы много времени ходили пешком, лазили по скалам, рисовали и прекрасно проводили время в этом уголке мира.
свой последний день я отправился в маленькое путешествие в самые отдаленные уголки Осетии. Погода была замечательная. Не холодная, не жаркая, не ветреная, не дождливая. Очень комфортная. Прогулки в одиночестве – это совершенно непередаваемое ощущение. Я смог забраться далеко в горы и найти водопад с кристально чистой водой. Потрясающе холодный, но очень вкусный. Затем я вернулся домой и стал готовиться к самому прекрасному лету в жизни. Мои дорогие, те, кто досмотрел до конца, спасибо вам большое за просмотр этого видео.